Всем привет! С вами Катя, и я очень рада, что вы заглянули на мой творческий канал, который называется Гудзик DIY. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами идеей простой новогодней поделки. Покажу, как сделать вот такого милого снеговика из пластиковой бутылки совершенно без шитья. Ну и для начала мне нужно сделать саму форму. Для нее я разрезаю литровую пластиковую бутылку. Середина мне не понадобится, оставляю только верхнюю и нижнюю часть. Всегда утяжеляю пластиковые фигурки, чтобы они были устойчивыми. Мешочек с камнями или песком лучше приклеить, чтобы он не шумел в готовой фигурке. Собираю бутылку и шов проклеиваю термопистолетом. Клей должен быть еле разогретым, чтобы не оплавить и не деформировать пластик. Для оклеивания лучше выбирать эластичную ткань. Так просто удобнее будет работать. Я, например, взяла флис. Голову буду формировать прямо на снеговике. Приклеиваю широкую полоску вокруг горлышка. Я не говорю вам точных размеров, потому что брала ткань с запасом и лучше всегда лишнее потом отрезать. Набиваю синтепоном только переднюю часть. За счет того, что ткань эластичная, лицо приобретает круглую форму. Лишнюю ткань подклеиваю и заправляю в горлышко бутылки. Свитер буду делать из детского вязаного шарфика. Внизу делаю двойной подворот, чтобы он смотрелся более объемно. Лишнюю ткань обрезаю, но не совсем впритык, лучше оставить небольшие припуски, потому что вязка может потом осыпаться. Рукава делаю такой же длины, как и свитер. Складываю прямоугольник вдвое и срезаю под углом. Так рукав получится слегка расклешенной формы. Проклеиваю термопистолетом и выворачиваю только после того, как клей хорошенько остынет, чтобы шов не разошелся. Сами руки удобнее делать на проволоке. Так можно будет им придать разные положения. На концах обязательно нужно загнуть петельки, чтобы острые края проволоки не торчали. И оборачиваю их кусочками ткани. Мой снеговик будет без варежек, поэтому я взяла ту же ткань, что и для его основы. Фиксирую ткань ниткой и подклеиваю края. Лишнюю ткань обрезаю, точно так же оставляю небольшие отступы. Манжеты делаю из пряжи с помпонами, она будет гармонировать с цветом шарфика. Продеваю проволоку в рукав и также подклеиваю не по самому краю, чтобы он не выступил наружу. Лишнюю проволоку подгибаю и подклеиваю прямо на лицевой стороне, потому что у снеговика еще будет шарфик и все это будет закрыто. Его буду вязать крючком столбиком без накида. К серому цвету я подобрала два оттенка бирюзовых ниток и ярко-розовые. Вяжу сразу из 4 клубков. Вязка получается крупной, поэтому работа идет довольно быстро.
Сначала примеряю его, но пока что не приклеиваю. Купила несколько вот таких сувенирных металлических ведерок. Они были только вот в таком сиреневом цвете, но их ведь всегда можно перекрасить. Я красила черным металликом, наносила краску губкой, чтобы получилась такая шершавая поверхность. И термоклеем нанесла небольшие снежные сугробы. Чтобы нос хорошо держался, креплю его на тонкую проволоку. Я сделала его из воздушного пластилина и высушила. Подклеиваю его на густой ПВА, потому что термоклей может быть виден и работа будет выглядеть неаккуратно. Руку креплю при помощи проволоки, потому что так мне понадобится намного меньше клея, чем без нее, и он точно не проступит наружу и также не будет виден. Лицо рисую черным акрилом и пока что оставляю его высыхать. В одной руке снеговик держит колокольчик, а во второй будет держать скворечник. Склеиваю его из 2 слоев картона. А чтобы придать фактуру коры, оклеиваю бумажными салфетками. Я ПВА сразу смешала с краской, чтобы не ждать сначала высыхания клея, а затем краски. Потом крашу акрилом только в 1 слой, и у меня сразу получается плотный равномерный цвет. Серединку закрашиваю черным цветом. И после высыхания подчеркиваю фактуру более светлым оттенком. Объемным контуром обвожу окошко и после высыхания также подкрашиваю в цвет основы. Приклеиваю крышу из тонкого гибкого картона и деревянную шпажку. И покрываю толстым слоем термоклея, как будто крыша заснежена. И затем крашу клей белой краской в 2 слоя. Хочу еще украсить ведерко маленькой еловой веточкой, тычинками и ягодкой. Кроме серебристого цвета взяла еще и голубые тычинки, цвет манжетов на рукавах. И вот эти черные сахарные тычинки очень красиво смотрятся в зимнем декоре. Особенно мне нравится, как они смотрятся на темном фоне, как будто веточки покрыты инеем. Сбоку еще осталось пустое место. Его закрываю помпоном и сверху приклеиваю снежинку. Практически у всех пластиковых бутылок есть вот такие выемки, которые я хочу закрыть. Обтягиваю металлическую крышку той же тканью и приклеиваю. И в каждую эту выемку вклеиваю по 2 помпона. А шов закрашиваю объемной краской для создания жемчужин. И ей же добавляю капельки на ведерко. Решила еще подкрасить морковку. На кончик нанесла цвет охры и растушевала, а у основания оставила оранжевый пластилин неокрашенным. И решила еще добавить клея с блестками на снег, потому что краска матовая, а хочется все-таки, чтобы снежок искрился. Ну и последний штрих. Осталось добавить на шарф кисточки, и снеговичок полностью готов. Я его делала в комнату дочери, потому что у нее стены окрашены в бирюзовый цвет, и он отлично смотрится на полке в детской комнате. Если вам это видео понравилось, то поддержите меня, пожалуйста, лайками и комментариями. А если еще не подписаны на канал, вы можете сделать это прямо сейчас. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся совсем скоро в моем ближайшем видео.